So, just kind of to summarize some of the things that we've been talking about in terms of the creation. Ну, давайте подведем итог вот некоторых вещей, о которых мы тут с вами говорили, касаясь сотворения. And I've talked a little bit about some of these already, so I'm just going to have brief comments on them. И я многим из этого уже говорил, поэтому я лишь кратко прокомментирую кое-что. We can develop biblical foundations for several areas, and these are just some of them. И мы можем разработать библейские основания для многих сфер, и это лишь некоторые из них Let's здесь. start with the physical sciences first. Начнем, во-первых, с физических наук. Уж извините, да. Genesis 1. Итак, Бытие 1 глава. Genesis 1 gives us a biblical foundation for physics. Бытие 1 глава дает нам библейское основание для физики. Several areas. You could talk about optics, light, for example. Разные сферы. Вы можете говорить про такой раздел, как оптика, потому что Бог создал свет. You could include geophysics, because it talks about a watery mass in verse 2. Можно говорить также о геофизике, потому что Земля вначале представляла собой массу воды. You could include astrophysics, even from day 2 and day 4. И можно также из повествования в дне 2 и дне 4 вывести основания для астрофизики. Biblical foundation for chemistry. You can look at verse 2, water, H2O. You have two elements. Библейское основание для химии. Уже во 2 стихе Библии мы видим воду, это H2O, то есть водород и кислород. Oceanography, you'd have to take into account verse 2 again, and you could include day 2, separating of waters. Океанография, также вы можете и во 2 стихе увидеть, и также во 2 дне творения вы видите отделение вод. And day 3, where you have the separating of the waters from land masses. Day 2, separating of the waters on earth. И в дне 3 вы видите отделение суши от воды, и мы видим отделение вод на земле также позже. Day 3, at least the foundation for geology or land masses on earth. В дне 3 мы видим также библейские основания для геологии, вот эти земные массы на земле. I mentioned geophysics when we talked about physics in general. Геофизика, мы перед этим говорили о физике в общем. Climatology, because you have atmosphere and you have waters. Климатология, поскольку уже вот мы видим атмосферу, мы видим воды на земле, над землей. You can include others as well. Можно другие включать, минералогию в том числе. Materials, we talked about that, verse 28, harnessing all different В materials. 28 стихе мы говорили о владычестве и о разных материалах, необходимых для этого, то есть минералогия тут уже вступает в But дело. also day 3, where we have land masses appearing, all the materials of the land, of the earth. И есть также день 3, когда вот все вот эти земляные массы явились нам, то есть все материалы Земли Biblical появились. foundation for the life sciences. В 1 главе Бытия мы видим библейское основание для всех наук, связанных с живой природой. I should include botany on there. So you have botany, you have zoology, Мы сюда можем включить ботанику, зоологию, anthropology, антропологию, even medicine. даже медицину. Where's the first medical procedure? Какая была первая медицинская процедура? We didn't read the verse. Мы еще не читали стих. Creation of Eve. Yeah, creation of Eve. So we have Сотворение Евы. beginning foundation for medicine. Поэтому мы видим вот эти библейские основания начала медицины. We talked about genetics when we talked about the different kinds. Мы говорили о генетике, когда говорили о разных родах растений, животных и так далее. Chapter 2, man is to create a garden or to plant a garden, agriculture. Во 2 главе мы увидим, что человеку повелено насаждать сад и заботиться о нем, точнее, заботиться о саде, и мы уже видим вот начало сельского хозяйства. And you could add to this list here, you could add to that list as well. Можно вот в этот список добавлять, можно в этот список добавлять еще много-много чего. So what do I have there? That one is... Сельхознауки в конце. That one's agriculture, right? Yep. Okay. Also,
even mathematics. И также даже математика. А это куда? Отдельно? So these are kind of separate from physical and natural. Yeah, mathematics is a different grouping than sciences Математика это немножко вообще другая группа дисциплин. and other areas as well. Ну, а также другие сферы. Математические науки, язык и лингвистика. Все там, в первой главе Бытия. Let's see. I didn't have that one translated for myself. What is this one? Language and linguistics. Yeah, language and linguistics. We talked about that, verse 3. Да, мы об этом говорили в 3 стихе, да. Сказал Бог, What's this назвал one? Бог. Культура, culture. Cultures, yeah. Later on, we're going to have cities, cultures. Чуть позже у нас там повырастают как грибы разные города, разные культуры. So the list goes on. И список открытый. История, History. Queen of Sciences, вот. The Queen of Sciences, what's that one? Что королева наук? Что за королева? Biblical foundation for, what's the Queen of Sciences? Вот что такое королева наук? Что мы называем? People say math. No, Нет. Дайте подумать. Geography? no. Креационизм. А? Креационизм. Creationism. No, but Yeah. you're close. Близко. They don't use that phrase much anymore, but Сейчас эту фразу больше, ну, уже так часто не a используют. couple of hundred years ago, theology was the queen of the sciences. Но несколько сотен лет назад богословие считалось царицей наук. And we started that off with biblical foundation for theology, И God мы Himself. начали этот курс с библейских оснований для богословия, для того, кто есть сам Бог. Another thing we have in this passage, particularly verse 28, is the beginnings of divine institutions. И еще что мы видим в этом отрывке, особенно в стихе 1.28, это божественное основание для божественных институтов. Divine institutions, let's talk about them. Итак, божественные институты. Now, in our culture, there's a different view concerning what God has set up. We call those divine institutions. В нашем обществе вообще разные взгляды есть на то, что Бог установил, то, что мы называем божественные институты, божественные установления. Our unbelieving culture views them more like just social conventions. In other words, whatever works in a culture. Неверующие люди рассматривают вот такие божественные институты как, ну, такие общественные условности, общественные договоренности лучше. То есть люди создали то, что вот хорошо работает в данной культуре, вот там семья или государство, вот они договорились, что так удобно. And we're seeing this in action today in our culture, your culture and my culture. В нашей культуре, в моей и вашей, мы видим вот такой подход цветет и пахнет наш. So they view, for example, marriage, it's arbitrary. Marriage, well, you can marry, no big deal, or you can be single, or you can have babies without marriage, you know, arbitrary. Да, и люди в наше время божественные институты воспринимают нечто как что-то произвольное, я сам решаю, могу жениться, могу не жениться, можем жениться, иметь детей, не иметь детей. Это наше решение, как что хочу, то ворочу. So no problem with a man marrying a man and a woman marrying a woman. No И big уже deal. нет проблем, Arbitrary. когда мужчина на мужчине женится, женщина за женщину замуж выходит. Ну, Before too long, you can marry your horse if you want. да, в скором времени, похоже, и на лошади можно будет жениться, если захочешь. So our culture says these social conventions, they can change, they can be different, they don't have to be the same. И в нашей культуре люди говорят, что вот эти социальные условности, договоренности, они меняются. Это все, как бы нет ничего как бы жестко установлено, как удобнее в этот раз, так и делаем. But the Bible says that there are divine institutions that God has set up. Но Библия говорит, что есть божественные институты, которые Бог установил. And when we go against the plan that God has set up, there are severe consequences. И когда мы идем против установленного Богом плана, вот тогда у нас начинаются суровые последствия. Divine institutions are what God has built, what God has produced, or what God has instituted. Институты — это то, что Бог построил, то, что Бог произвел, то, что Бог установил.
And to violate them brings consequences. И если вы поступаете вопреки этим установлениям, то ждите последствий. And in fact, oftentimes entire cultures collapse as a result of going against divine institutions. И случается, что целые культуры просто разлагаются, уничтожаются, накрываются медным тазом по причине именно пренебрежения к божественным институтам. So what we have here is the divine institution of family. И что мы здесь видим в нашем отрывке? Божественный институт, божественное установление семья. And we have that particularly in chapter 2. We have the hints of it in verse 28. И более уже так подробно мы это видим описывается во 2 главе книги Бытия, но уже намеки на это мы видим в 28 стихе. Verse 28 of chapter 1 that we just looked at. А глава 1, стих 28, то, что мы только что с вами рассматривали. We'll come back to that in a moment. Let's talk about the nature of the creation. Но мы к этому вернемся через минуту, но давайте поговорим о природе сотворения. And we probably won't have time to complete this, but let's see how far we can get. И, скорее всего, нам не хватит времени, чтобы это закончить, но посмотрим, как далеко мы сможем продвинуться. First of all, before we move on, we've looked at Genesis chapter 1, the creation account. Итак, перед тем, как мы вот в самом начале мы увидели, что все начинается с первобытной истории, в начале истории сотворения. At least through verse 28. По крайней мере, до 28 стиха мы с вами в этой истории продвинулись. This is my outline of this passage. То есть, вообще, это мой план данного отрывка с 1 по 11 главы Бытия. Creation of the universe, verse 1. И в первом стихе книги Бытия мы видим общее, как бы, подытоживание то, что создана Вселенная. 6 days of creation, chapter 1, verses 2 through 31. Вся первая оставшаяся глава — это 6 дней творения. This is on your outline sheet. Все это, кстати, в ваших But конспектах. there's also a seventh day in chapter 2, verses 1 through 3. Но также есть 7-й день покоя во 2 главе с 1 по 3 стих. Designed as a day of rest. И день задуман изначально как день отдыха. And if we had more time, we could talk about that, but we got to move on. Если бы было больше I'm already времени, behind. мы об этом бы поговорили, но надо двигаться, поскольку мы уже отстаем от графика. Beginning in chapter 2, verse 4, we have another section that is very important. Начиная со 2 главы 4 стиха, мы видим следующий раздел, который весьма важен. And I put this portion all the way to the end of chapter 3. I think it goes together. И я совмещаю вот 2 главу с 3 до самого ее конца, поскольку я считаю, что они все идут вместе. Even though chapter 2 is part of the creation account. Даже несмотря на то, что глава 2 это еще часть повествования о сотворении, когда все хорошо. I call it the early history of mankind. И я называю этот раздел «Ранняя история человечества». And that begins with chapter 2, verse 4 to 25, the creation of mankind. И она начинается с 2 главы 4 стиха с создания человека. So let's just summarize this chapter 2. We won't be able to look at it in detail like we did chapter 1. И давайте подведем такой как бы общий, дадим обзор 2 главы. Мы не сможем ее рассмотреть в деталях, как мы это сделали с 1 главой. Now again, when you read the commentaries, you will find that sometimes they have a problem with chapter 1 and chapter 2 of the creation. И опять же, когда вы читаете комментарии, то вы обнаружите, что часто у комментаторов в богословах в проблемы с 1 и 2 главой Бытия с главами о творении. In fact, liberal theology got its start by proposing that chapters 1 and chapter 2 were written by two different people. Либеральные богословы докатились даже до того, что предположили, что 1 и 2 глава Бытия написаны 2 разными людьми. Now, chapter 2 beginning in verse 4, as opposed to chapter 1 ending in chapter 2, verse 3. Ну, то есть они говорят, что вот, как бы есть 2 отрывка, да, значит, с 1 главы там, 2 стиха до 2 главы 3 стиха, и потом 2 глава, начиная с 4 стиха. And it took a while for conservative scholars to be able to refute the idea of multiple authors of the book of Genesis. И как бы, консервативным исследователям и богословам понадобилось немножко времени, чтобы опровергнуть вот эти теории множественного авторства в книге Бытия. What the liberals tried to say is that Genesis 1
was not only written by one author, but it's contradictory to chapter 2 that's written by a different author. И что пытаются доказать либералы? Не просто, что первая и вторая главы написаны разными людьми, но что первая глава написана одним человеком, противоречит второй главе, написана якобы другим человеком. There's a lot of things in the text that they use to try to make this argument. И они очень много разных деталей в тексте используют, чтобы подкрепить этот свой аргумент. One of them, for example, notice all the references to God in chapter 1. Один аргумент, например, таков. Обратите внимание на все указания, все упоминания Бога в первой главе. Almost every sentence has God as its subject, and it's always Elohim. Почти в каждом предложении Бог является подлежащим, главным действующим лицом, и всегда практически он назван словом Элохим. And it's just translated God, but it's always Elohim in chapter 1 all the way to verse 3 of chapter 2. То есть везде речь идет о Боге, и везде это слово Элохим, и вплоть до второй главы 3 стиха. But do you notice the difference in verse 4? Но вы находите разницу в 4 уже стихе. Where did we leave off in the reading? Вы видите разницу, кого мы там, на ком остановились I don't remember. в чтении. Kata, go ahead. Катя вперед, 4 стих Read 2 главы. 2, verse 4. Це ось походження неба і землі, коли створено їх. У дні, як Господь Бог создав небо та землю. Did you notice the difference Видите ли between вы verse разницу 4 and all of chapter 1 to chapter 2, verse 3? между 4 стихом и всем, что было до этого, до 2 главы 3 How's God стиха? identified? Как Бог назван в 4 стихе? And no, Lord God. Yahweh Elohim, or Lord God. Яхве Элохим, да, Господь Бог. And notice it's consistent in verse 5 in the middle there, for the Lord God did not send rain. И обратите внимание, что это дальше уже последовательно эта линия идет, да. Господь Бог в 5 стихе не посылал дождя на землю. Verse 7, then the Lord God formed man. Verse 8, Lord God, etc. Стих 7. Создал Господь Бог человека из праха земного. 8 стих. Насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и так далее. And you see that consistently throughout even chapter 3. И мы видим это постоянно, последовательно, даже в 3 главе тоже. Yahweh Elohim, Господь Бог, Яхве Элохим. to these liberal scholars, that indicated we have a different author, and in fact there's a contradiction here. И либеральные ученые говорят, ага, так вот, смотрите, тут другой автор, и тут еще между ними куча противоречий. And if you compare the details of chapter 2 and chapter 1, it seems like it's two different creation accounts. И если вы сравниваете детали в 1 и 2 главе, то кажется, что это вообще две разные истории о сотворении. Well, I don't want to take too much time, but basically, what we have discovered from archaeology. Я не хочу занимать на это очень много времени, но в целом, если мы исследуем немножко археологию, Other literature outside the Bible, you see parallels with ancient Near Eastern literature in the two accounts of Genesis 1 and 2. исследовав археологию, мы найдем параллели, аналогии в ближневосточной литературе тому, что мы видим в Бытии 1 и 2 главе. In fact, in these non-biblical stories, it's not unusual for a writer to give a summary to begin with. И в этих небиблейских историях вполне распространенная практика в начале повествования сделать такой масштабный большой общий обзор того, что будет сказано. And then begin to give more detail to that story. И потом уже давать больше деталей вот всей этой большой истории. And that's what we have in the Genesis account. We have a summary of 6 days of creation. И вот что мы видим в книге Бытия. Мы видим такой масштабный обзор с птичьего полета всех 6 дней творения. And then we have a story that expands the 6th day that is involved with man. И потом мы видим уже более как зум, приближение и история 6-го дня творения, включающая человека, расписана с большим количеством деталей. And in fact, there are not contradictions, but one is complementary of the other one. И на самом деле противоречий там никаких нет, но есть взаимодополняющие детали.
that was very common in literature in the time of Moses and even well before. И это был очень распространенный литературный прием во времена Моисея и даже перед ними. The second part, or the second story, assumes the first. Вторая часть истории, она подразумевает существование первой. This is what we have in Genesis, and that's what you see in these other accounts as well, of other stories. Это то, что мы видим в книге Бытия, это то, что мы видим в других историях. Thirdly, we see that there's an absence of a lot of the elements of the first part, because what the author is doing is he's focusing in on the most important part. То есть, в-третьих, мы видим, что отсутствуют многие элементы первой части во второй главе книги Бытия, потому что фокусируется на наиболее важном аспекте. And that's common in ancient Near Eastern. И опять же, в древней ближневосточной литературе это очень распространенная It's вещь. actually focusing on the task that God gave man. На самом деле, вторая глава фокусируется на той задаче, которую Бог дал человеку. And the seeming contradictions can all be harmonized. И те кажущиеся противоречия, которые мы видим, они все легко могут быть разрешены, гармонизированы. And what you have is two accounts that are complementary, one expanding day 6. И что мы видим? Мы видим два повествования, которые дополняют друг друга, и второе является более детальным, приближенным изложением части первой. So we don't have two different authors that are two different stories that are both contradictory. Поэтому нет у нас там двух разных авторов, которые рассказывают две разные истории, которые обе противоречат друг другу. So, summary of chapter 2, we have the seventh day, which is a day of rest. Итак, как бы общий обзор второй главы. Мы видим, во-первых, седьмой день, день покоя. And in chapter 2, it's an expansion of day 6. И во второй главе далее мы видим более детальное, подробное повествование о дне шестом. And thirdly, we have more detail concerning a pre-fall world. That's why I put chapter 2 with chapter 3, because we have a contrast. И в-третьих, мы видим больше деталей о том, каков был мир до грехопадения. И вот почему я вторую и третью главу рассматриваю как бы один пакет, одно повествование, потому что между ними есть явный контраст. So the conditions of this pre-fall world, here are some of the major conditions of that time. И на следующем слайде вот я приведу ключевые условия, какая была обстановка природная в том мире до грехопадения. Obviously, the biggest contrast between chapter 2 and 3, it's a very good creation. Очевидно, что ключевой контраст между второй и третьей главами в том, что мы видим изначальное творение весьма хорошо, стих 31 первой главы. Now, some of the differences that the liberal says are contradictions is, first of all, there are lack of shrubs. Но какие моменты указывают либеральные богословы? Во-первых, говорят, кустарников нету, не достают кустарников. That's in verse 5. В 5 стихе. Now, he's not talking about the whole planet of God's creation. То есть не говорится на самом деле обо всей планете, о Божьем творении. He's talking about that localized small area of the garden where Adam is going to now begin to plant. Yeah, chapter 2. Да, во второй главе автор не говорит обо всей планете, автор говорит о маленьком вот этом кусочке, куда поставил Бог Адама, о саде, и где ему надо работать. It's not creating what God created on day 3, but it's expanding day 6. Поэтому здесь мы видим не сотворение того, что Бог сотворил уже вроде бы в третий день, но мы видим lack of shrubs, lack of plants, lack of rain. Расширенное повествование о дне шестом, и они говорят так, не хватает кустарников, не хватает растений, дождя тоже не хватает. And there's a lack of someone to cultivate, a lack of a cultivator. И не было человека для возделывания земли, нету человека тоже там.
And the focus in verses 8 and 9 is the garden of the Lord. That's the focus here. И фокусом второй главы является Эдемский сад, сад Господень. То есть как бы камера приближается, и вместо всей планеты мы видим сейчас вот этот вот сад. Another very interesting comment, I wish we had more time, but in verses 10 through 14, Есть еще один очень интересный комментарий, хотел бы я больше времени для этого иметь, но в стихах с 10 по 14 talks about some very interesting rivers. мы видим некоторые очень интересные реки. Do you see something that is very odd about these rivers? Видите ли вы что-то очень странное касательно этих рек? There are 4 of them. Well, there's 4, Окей, 4. but what about their characteristic? Но It что looks- насчет их характеристик? something's odd. Они как-то странно выглядят. It's kind of unreal rivers. They're what? Unreal. Unreal? Unreal. I'm just... Yeah. Какие еще особенности? Okay. Едемо витікало все цікаво. So, all these rivers were coming from garden, from Eden. So, the direction of this river is kind of odd. Yes, very odd. Most rivers, you have rivers that do this. То есть, большинство рек ведут себя как, да? Вот Okay? таковы In большинство the рек. environment that we understand. В той окружающей среде, которую мы с вами видим и наблюдаем, вот так оно происходит. Rivers that are described there, here's Eden, and you have a river going that direction, you have a river here, you have a river there. То есть в той реке, которую мы с вами видим, она вот сад Эдемский, и она вот так себе на все 4 стороны They flow расплылась. out of Eden Из Эдема выходила река для орошения рая, to water the garden, and from there it divided and became 4 rivers. и потом разделялась на 4 реки. So we have the garden here, and it becomes 4 rivers that seem to flow out of the garden. То есть мы видим как бы сад здесь, и мы видим потом реку, которая истекает из сада. I use this as just one little tiny example, and when we talk about the flood, I'll bring out some more examples. И я использую это как просто один маленький пример. И когда мы доберемся до потопа, я приведу вам больше примеров. There's going to be a lot of little details that are different after the flood and even after the fall than what we have in the garden. Будет много разных деталей, которые мы видим после после потопа и даже после сада, после грехопадения, которые отличаются от того, что было до грехопадения. So we have just a few little notes concerning. Всем понятно? Или немножко как бы не очень ясно, в чем разница? I don't think it's all clear. Could you explain one more time these 4 rivers and what's the difference between them? Well, it comes from one source and flows out, So rather than coming from many sources and coming down to one river. То есть идея в том, что обычно реки, они стекаются, разные маленькие ручейки стекаются в одну реку. А здесь мы видим, что из одного источника вытекает несколько рек. Ну, да, That's the way we have часть. rivers. Тобто все море А? тут джерела. То есть обычно у нас там ручейки раз, источники горные. This is my wife. Oh. А здесь у нас как бы из одной точки 4 реки. Yep, now it's clear. Thank you. I'm sorry. Make it clear? Да, достаточно ясно. All right, okay. Just one little note to kind of show you that something's different in this pre-flood world and pre-fall world. Просто вот такая маленькая заметка, показать, что что-то отличается в этом мире до грехопадения, в этом мире до потопа. And I just raise it at this point because later on I'm going to make a big deal out of it. И я сейчас просто так слегка поднял этот вопрос, потому что чуть позже я буду очень серьезно и много об этом говорить. Because I'm going to make the main point that when we study science today, we're studying a world that is different. И я сделаю серьезное утверждение о том, что наука, которую мы изучаем сегодня, она серьезно отличается. Законы природы отличаются от того, что было тогда. The world we live in today is radically different than the pre-fall world. Мир, в The котором мы original живем creation. сегодня, радикально отличается от мира, который был до грехопадения.
And I'm going to make the point that the world we live in today is radically different from the pre-flood world as well. И я также буду утверждать о том, что мир, в котором мы живем сегодня, радикально отличается от мира, который был даже до потопа. Because this is very important in refuting the current scientific theories that project our world back in ancient times. Поскольку это весьма важный тезис для опровержения современных теорий, которые проецируют, переносят текущее состояние мира на прошлые эпохи. So we'll come back to this idea of a pre-fall world. И мы вернемся еще к этой идее мира до грехопадения. And I'm just summarizing here. So another major element is we have the creation of man and the first working out of the idea of ruling. И я здесь просто кратко подвожу итоги, и мы видели до этого, что человек сотворен, и ему дана задача править. We have the beginning of man fulfilling the creation mandate. И мы видим начало того, как человек начинает исполнять вот этот первичный указ или мандат о сотворении. We also have a very important command, verses 16 and 17. И также мы видим весьма важную заповедь в 2 главе, 16-17 стихе. Man's volition will be the means by which God evaluates man's decisions. Воля и решение человека будут основанием для того, как Бог будет оценивать Or will человека. evaluate the choices that man makes. То есть Бог будет оценивать решение человека и на основании выбора, который он сделает. In fact, we ought to read them because we're going to build on them when we get to chapter 3. И вообще там надо прочитать эти стихи, потому что мы будем серьезно на них опираться уже в 3 главе. Let's see. Кто прочитает? Vlad, read verse 15, 16 and 17. Влад, пожалуйста, стихи 15, 16, 17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Okay, so we have an expansion of that creation mandate in verse 15. То есть мы видим, как вот этот указ первоначальный о сотворении, он здесь уже более подробно растолкован, указано в 15 стихе, как он реализуется. Man is to cultivate the garden, and in that he's going to exercise the command to subdue and to rule. Человеку Бог взял, поселил в саду, чтобы возделывать сад и хранить его, и тем самым человек осуществляет вот это свое предназначение подчинять и владычествовать. Из 1 главы 28 стиха. But in doing that, there are restrictions. Но в совершении этого благого дела есть некоторые ограничения. In fact, before he speaks of the restrictions, he talks about the great freedom that man is given. И вообще-то, перед тем, как заговорить об ограничениях, Бог указывает человеку на ту великую свободу, которой человек обладает в саду. In other words, the idea is there's a multitude. In fact, every tree that you can imagine, cherry, peach, berries, all kinds of fruit trees out there. Иными словами, в этом саду просто навалом самых разных деревьев. Так тебе и черника, и вишня, и персики, и яблоки, и все разные там малины, и все. Вот ешь хоть от пуза чего хочешь. God says from any of those trees, the millions of trees out there, you may eat. И Бог говорит, вот от любого из этих деревьев, их тут миллионы, ешь от любого из них сколько захочешь. You may eat freely. In other words, that's those of you that have taken Hebrew, that's an infinitive absolute. Свободно, да, ну, по крайней мере, в английском, да, можно это увидеть. И в еврейском языке это бесконечное абсолютное утверждение. От всякого вообще. The idea is that you can eat as much as you want. Идея, as often as you want. Идея в том, что ешь сколько хочешь, так часто, как хочется тебе. And because it's before the fall, you won't get fat.
И поскольку это до грехопадения, ты еще и не разжиреешь из-за этого. So you are free to eat and eat and eat and eat. Поэтому свобода у тебя просто ешь не хочу, вот наедайся, вот просто вот хоть этими ягодами просто. Unlimited opportunity. Просто завались их. With Не one exception. ограниченной возможности с одним исключением. But from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, One смертью умрешь. Одно лишь ограничение. Everything else freely eat. Все остальное ешь свободно от всякого, сколько захочешь. And when it says you shall surely die, that's another infinitive absolute in the Hebrew text. И когда сказано, что смертью умрешь, то тут еще один вот этот абсолютный инфинитив в еврейском тексте. Literally, it has the idea of you will die dead. То есть буквально в еврейском это, да, как у нас, в общем-то, в синодальном, смертью умрешь, то есть 100% умрешь. Or you will most certainly, or like the English translates it, you shall surely die. Да. Certainly. Да, то есть как бы идея как бы неотвратимости 100% точно помрешь. We'll have to come back to Напевно, that помреш. because this is going to come under attack. We'll see that in chapter 3. И нам нужно будет еще вот это дело запомнить хорошо, и мы еще вернемся к этому, потому что эта точка зрения, она сейчас под ударом, и мы об этом больше поговорим в 3 главе Бытия. Now, the liberal critics look at the creation of woman as a contradiction. It seems different from what we had in chapter 1. И либеральные критики видят сотворение женщины как какое-то противоречие во 2 главе, им кажется это противоречием с 1 главой. But like I said, we can answer that with what we talked about concerning the nature of literature in that time. Но, как я уже об этом говорил, это противоречие легко разрешимо, если мы помним, какие жанры, какие особенности были в литературе того времени, ближневосточного. Chapter 1 gives simply a summary of the creation of man and woman. В 1 главе мы видим просто общий такой с птичьего полета обзор сотворения мужчины и женщины. Chapter 2 expands that summary and demonstrates that it's done in 2 phases, the creation of mankind in 2 phases. И 2 глава просто расширяет, уже приближает вот весь этот процесс, и показано, что оказывается сотворение мужчины и женщины шло в 2 этапа. So we have a creation of woman as the end of the chapter ends. И мы видим, что глава заканчивается сотворением женщины. And in fact, we have not only the creation of woman, but we have the beginning of the first biblical teaching on marriage. И не только мы видим в этой главе сотворение женщины, но мы видим здесь уже начало библейского учения о браке. And this is the beginning of that divine institution. И в этой главе мы видим начало вот этого божественного установления. So marriage is a divine institution, and we have a pattern for marriage set up in chapter 2. Итак, брак это божественное установление, и уже вот этот процесс вступления в брак мы видим уже устанавливается он в самом 2 главе, в самом почти начале Библии. And by the way, if you want to come up with a biblical foundation for marriage, where would you begin? И, кстати, если вы захотите построить библейское основание для брака, где бы вы думаете вы начнете? You would begin at least with this passage, but you could even go back to chapter 1, verse 26. Вы начнете, ну, как минимум с этого отрывка, а может быть даже раньше возьмете с 1 главы 26 стиха. That pattern is between one woman, one man. И какая закономерность, какой Божий дизайн для брака? Один мужчина, одна женщина. Not one man and another man. Не один мужчина и другой мужчина. Not one woman and another woman. И не одна женщина с другой женщиной. And there's some other aspects we'll look at. Ну и есть разные другие аспекты, мы еще посмотрим. We also have the divine institution of the family. That's very, very important. Также мы видим установление библейского института, божественного института, семьи. Это также весьма важно. And again, because man is sinful, we pervert that as well. И опять же, поскольку человек грешен, мы извратили и исказили и это тоже.
I'm summarizing because we're running out of time and I want to get to a certain point here. И я как бы стараюсь уже так более обзорно все излагать, поскольку мы отстаем от графика, и я просто хочу привести к определенному моменту нас. We could say much about the creation of the woman, but one thing to highlight is that God elevates the woman to a very high position. Очень много мы можем сказать о сотворении женщины, но подчеркну один лишь пункт, что Бог превозносит женщину и придает ей весьма высокую ценность, весьма высокое положение для нее отведено. Just one thing that shows that God elevates women. Просто один момент, который указывает нам, как Бог превозносит женщину. Remember in verse 7 when we looked at, I didn't emphasize it, but notice in chapter 2 verse 7. Обратите внимание, в 2 глава, 7 стих, я этого не подчеркивал пока. It says that God, the Lord God, Yahweh Elohim, formed man out of the dust. Сказано, да, что создал Господь Бог, Яхве Элохим, человека из праха земного. The Hebrew word for formed there is yatsar. И еврейское слово «создал» здесь это слово «яцар». That's a word that a potter, it describes a potter that takes soil out of the earth and shapes it. И это слово буквально несет образ горшечника, который берет какую-то глину, берет какую-то землю, там слепил как-то и горшок получился. So man is created out of dirt. То есть мужчина создан из грязи, так сказать. Ну, But look at verse 22. The Lord God fashioned the woman. но посмотрите, пожалуйста, вот 22 стих. Тоже, That's the word of a sculptor or an artist. да, но особенно в английском чуть более тут как бы утонченное слово. У нас просто тоже создал Бог, Господь Бог женщину, но слово там уже еврейское другое, и оно несет в себе смысл скульптора, художника, который произведение искусства сотворяет. And there are other little details there that put women at a high position. И есть много тут других маленьких деталей, которые женщину ставят на очень высокое положение. Man taken from dirt, woman fashioned like a piece of art. Мужчина взят из грязи, там как-то слеплен, а женщина, она просто вот сотворена как произведение искусства. And another thing that elevates woman is that man has a need. И еще один момент, который весьма превозносит и возвышает женщину, это то, что у мужчины есть нужда. And in fact, it's God that declares this in verse 18. И, кстати, сам Бог об этом объявляет в стихе 18. Then the Lord God said, "It is not good for man to be alone." И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному. Everything is good. God pronounces the creation, it is good, it is good, it is good. Все хорошо. Каждый почти часто, когда Бог что-то сотворяет, он говорит: хорошо, хорошо, хорошо весьма. Verse 31, it is very В good. 31 стихе: хорошо весьма. And the very first mention of something not good is right here in verse И 18. самый первый раз, когда мы читаем о чем-то, что нехорошо, это как раз таки здесь в стихе 18. Now, in this context, before sin, it's not good in the sense of evil or in the sense of something bad. И в контексте второй главы до грехопадения нехорошо не имеет оттенка там греховно или что-то злое, что-то нечестивое и так далее. But it's not good in the sense that there's something lacking, that God still needs to complete the creation. Но нехорошо в том смысле, ну вот недостаточно, вот чего-то не хватает. Богу вот что-то надо, чтобы завершить вот этот процесс творения. Just like in verse 2, when it said the earth was without form and empty or void. Точно так же, как в 1 главе 2 стихе, земля же была бесформенна и пуста. I don't take that as a condition of sinfulness or badness necessarily. Я не воспринимаю это как утверждение о какой-то греховности земли или какой-то вот чего-то плохого и совсем вот такого нехорошего. But more in the sense that this is just the beginning of the process and God will complete that process. Но я вижу это больше как, ну это вот
условно говоря, начало процесса самое, болванка еще, заготовка, и Бог в течение сотворения это все приведет к нужной форме, завершит. So also in the creation of mankind is incomplete without woman. И точно так же в сотворении человечества. Человечество без женщины недоделанное, незавершенное, не законченное. As the idea of man created men and women because they have a need for each other. This is the way God created us. И как вот мы можем в качестве тезиса выдвинуть, что человечество создано мужчиной и женщиной, поскольку есть нужда в этом, мы нужны друг другу. And it's more than just men cannot produce babies, it's more than that. Идея здесь не только в том, что мужчина сам не может родить ребенка, тут что-то больше заложено. But men are created with a need for women. Но мужчина создан уже с потребностью, с нуждой в женщине. And I could show you a phrase in there that indicates that it applies to women as well. Women have a need for men. И я вам также могу здесь показать фразу, отрывок, который говорит о том же самом относительно женщине. Женщина тоже нуждается в мужчине. This is part of God setting up a divine institution where there are mutual needs. Это часть того, как Бог вот задумал это установление в человечестве, что есть взаимная нужда друг в друге. But it also elevates women in that God has created women to satisfy a need that He could create if He so wanted to. That he could He have... could create if He desired, if He had desired to create man without a need. Да, но идея здесь в том, что Бог превозносит женщину, поскольку она отвечает на некую нужду мужчины, которую Бог, в принципе, мог бы в него и не закладывать при сотворении. So that elevates women. То есть Бог сотворил мужчину, уже заложив в него эту нужду, хотя мог этого не делать. И Бог создал женщину как ответ на эту нужду. И женщина таким образом, она высокое положение занимает, она важна. The text also indicates that this is a special creation. I referred to that earlier. She is fashioned like a piece of art. И текст также указывает на то, что женщина особым образом сотворена. Она просто вот соткана, как сказать, особым образом сотворена как произведение искусства. And her primary function, her primary purpose is that of a helper. That's by God's design. Ее ключевая функция, ее ключевая роль – это помощница, это Божий замысел. In fact, the word that is used there is not a word of diminishing women, but it's a word that elevates women as well. Слово, которое используется здесь, не преуменьшает роль женщины, не принижает ее, наоборот, это слово возвышает ее. The word that is used, she shall be a helper, is one that is used of God Himself. Слово, которое здесь используется, что она будет помощница, это слово употребляется также в отношении самого Бога. And God has given women the opportunity to do things that He could do if He so chose. That God could do if He so chose. Yes. Да, и Бог дал женщине возможность, привилегию делать что-то для мужчины, что в принципе Бог мог бы сделать для мужчины и сам, если бы решил. God has given men responsibility that they in themselves cannot fulfill apart from a helper. И Бог дал мужчине такую ответственность, такую задачу, которую мужчина сам по себе выполнить не может без помощницы. So the helper idea is an elevated position that God has given to women. И вот помощница указывает на эту привилегированную, превознесенную, возвышенную роль, которую Бог дал женщине. But part of the authority that God has set up, He has put her in a position of submission. Но a role of subordination. It's equal on nature here. So like. Okay, maybe I missed it. Oh, equality of nature. Yeah, I'm sorry. Yeah, their nature is equal. Да, и природа мужчины и женщины одинаковая, они равны по природе. Woman is made of the same material she comes from man. Женщина сотворена из того же материала, из того же теста, она из мужчины где-то. In fact, there's an equality of personhoods throughout the passage.
И вот идея равенства вот, в личности женщины, она проходит красной нитью через отрывок. but a subordinating of roles. Но, тем не менее, роль женщины подразумевает подчинение. God has given men the responsibility to lead and to rule. Бог дал мужчине ответственность руководить и править. And women are to help and to be in a subordinate role. This is before the fall. И женщине Бог повелел быть помощницей и подчиняться мужу. И все это, кстати, до грехопадения. This is God's design. This is part of the divine institution of marriage. Это Божий замысел, это Божий институт, Божье установление брака. Now, when sin comes in, men abuse that and oppress women. И когда грех вошел в человечество, то мужчина начал злоупотреблять своей руководящей ролью и начал угнетать женщин и всячески тиранить. And women abuse that position by either rebelling or in their selfishness they disregard the position God has given. И женщина тоже начала злоупотреблять своим положением после грехопадения, начала либо бунтовать, либо неуважительно как бы относиться к мужчине, таким образом саботируя свою подчиненную роль. But as sinners and sinners in Christ, the goal is to restore God's intent in the original creation. Но тем не менее, in marriages. В наших браках, хотя мы все грешники, но будучи во Христе, наша задача восстановить первоначальный Божий замысел по поводу семьи. So here's the biblical pattern for marriage. Итак, вот это библейский план для брака. The pattern, heterosexual, not men with men, women with women. План таков: брак должен быть гетеросексуальный, то есть мужчина и женщина, не мужчина с мужчиной, не женщина с женщиной. The pattern is monogamous, in other words, not many wives, in spite of David and Solomon. План Божий в том, что брак должен быть моногамный, то есть одна женщина, один мужчина, не много жен, как случилось у Давида и Соломона. The divine pattern is distinct roles. In other words, God has called women to particular roles and men to others. Божий план в том, что роли в браке отличаются, то есть Бог призвал мужчин к одному и женщин призвал к другому. Marriage is the highest responsibility that God has created in terms of relationship. И брак – это наивысшая ответственность, наиболее ответственное отношение из всех, которые сотворил Бог. Azeb, I think, let's see, that's the helper, that's the word for helper. Азеб – еврейское слово, обозначающее помощника или помощницу. I think I have to check that, I'm not sure on that. That seems like that's it. That's the right word. It's also to be permanent, in other words, no divorce. Также брак должен быть постоянным, иными словами, в Божий план не входит развод. It's supposed to create a unity in the image of God. И брак должен создавать единство в образе Божьем. And the text says they were both naked, which implies transparency, openness. И также в тексте сказано, что они были наги, и это подразумевает прозрачность, открытость. So that's the biblical pattern for marriage. Вот таков Божий план для брака. Our culture is distorting many of those elements. И наша культура исказила и извратила множество из этих элементов. And if we had more time, we could show some of those distortions. И если было больше времени, мы бы показали многие из этих искажений. So let's add to our biblical foundation for anthropology, and that'll be a good place to stop today. Итак, давайте немножко добавим к нашему библейскому основанию для антропологии. И это будет хорошее место, чтобы сегодня завершить. We already saw that man is created by God, not evolution. Мы уже видели, что человек создан Богом, а не является результатом эволюции. Man is distinct from all other creatures and from all of creation itself. Мы видим, что человек отличается от всех остальных творений, от природы. Он не является продолжением или продуктом. There's not a continuity like evolution teaches. Эволюция учит, что человек произошел от природы. Мы видим в Библии другое. Man is created in the image of God. Человек сотворен по
образу Бога. not just another animal, not just material, Он не просто какое-то материальное творение, он не просто очередное животное. but from verse 28, man has a very high purpose, very high calling. Стиха 28 1 главы мы видим, что у человека есть высокое призвание, высокая цель. Many people in our culture have no purpose, and that's why the suicide rate is so high. И у многих людей в нашей культуре вообще нет цели в жизни, и поэтому статистика самоубийств зашкаливает. And what we have here, this is the original creation. We're going to see in chapter 3, we'll start that next week, or tomorrow rather. Что мы здесь видим, это изначальное сотворение. Завтра мы начнем уже исследовать 3 главу. We'll see that man is not only created in the image of God, И мы увидим, что человек сотворен не только по образу Бога, but after sin, man is fallen as well. но после грехопадения человек также пал, и на сегодняшний день является падшим. So our culture says man is basically good, but because of sin, man is depraved. Наша культура говорит, что человек в целом хороший, но мы видим, что по причине греха человек испорчен. And we'll add some more to this biblical picture of anthropology. И мы добавим еще по ходу 3 главы к этому библейскому основанию антропологии. So let's just contrast some of the things we've looked at already. И давайте проведем вот такое противопоставление, контраст вот тех вещей, которые мы уже с вами изучили. This is the unbelieving worldview. This is the believers' worldview. В первой колонке, как видят мир неверующие люди, второй колонке это библейское мировоззрение. The unbeliever believes in evolution or the continuity of being. Well, wait a minute. This is continuity of being of the Creator with the creation. So like connection between creator and creation. То есть неверующие люди, они верят в, так сказать, неразрывную связь Творца с творением. He believes in evolution. Во-вторых, неверующие люди верят в эволюцию. Institutions are arbitrary, according to the secular thinking. Установления общественные с точки зрения неверующего человека, они произвольные, они меняются в зависимости от необходимости. Genesis 1 makes a distinction between the Creator and the creation. Но Бытие 1 глава проводит четкое различие между Творцом и творением. It's only the Bible that does that. И лишь в Библии мы это видим. Secondly, it also speaks of creation out of nothing. И во-вторых, мы в книге Бытие 1 и 2 главе видим сотворение из ничего, ex nihilo. And thirdly, we have divine institutions that are established by God Himself. И в-третьих, мы видим божественные институты, божественные установления, установленные самим Богом. And there are consequences when people go against those divine institutions. И когда люди пытаются поступать вопреки этим установлениям, у них начинаются очень нехорошие последствия. Ну, это тот, like first point in unbelieving worldview, it's kind of pantheism. It's like a creator in creation, basically. Well, it's more than pantheism. It's every religious idea, every thought combines the Creator with the creation. Во всех небиблейских мировоззрениях, вот касательно первого пункта, объединяется творение и творец, да, то есть они как бы зависят друг от друга. В библейском мировоззрении творец от творения не зависит. Они отделены. Remember, I used the gods of the Egyptians. They worship the creation. They worshipped all kinds of animals, worshipped the sun, they worshipped the Nile. Помните, я приводил вам пример египтян, которые поклонялись там жабкам, мушкам, солнцу, Нилу, всему творению. They didn't make a distinction. In fact, they mixed the creation with the Creator. Они не проводили различия между Творцом и творением. По сути, у них смешался Творец и творение в их головах. It's only the Bible that makes a distinction where God is separate and distinct from the creation. И лишь в Библии мы видим вот это разделение, когда Бог, Он отделен, Он совершенно отличен от всего творения. Okay, so we'll conclude here, and tomorrow I want to give you a biblical foundation for science. И мы завершим здесь, и завтра я вам предложу библейские основания для науки. We'll talk about the nature of the creation and more specifically a biblical foundation for science. И мы поговорим о природе, которая была при сотворении, и особенно о библейском основании для науки.